Всем здорово, дорогие друзья, с вами Квантум, и это новое видео на канале Арсений Зарчи. 10 фактов о клиенте .NET и не только, о которых вы, возможно, не знали. Что ж, погнали! Первый факт — это время в табе. Окей, допустим, представим ситуацию. Играете на фангешках, такие себе карточки на деле плотные, но при каждой неудаче вы говорите что-то вроде «Мы еще выиграем, все еще будет». Изи-изи, вы просто не представляете, какие мы крутые. Ну вот. Собственно, и такие понимают, что сейчас, наверное, ночь уже, да и время надо посмотреть. Сколько вообще время? А возможности-то нет свернуть кутишку. И вы просто тыкаете Tab и смотрите чуть-чуть левее от центра, прямо у верхнего экрана. Ой, извините, прямо у верхнего края экрана. Увидели? Это ваше время на компе. И не благодарите. Второй факт — это показ ниндзя при фризе. Эта фича .NET достаточно распространена, но я ей не пользуюсь, потому что она слишком странная. В общем, что она дает? Из моего кривого названия можно понять только то, что какие-то ниндзя и вообще, собственно, ничего не понятно. Но все предельно просто. Вводим в F1, то есть вокальную консоль, такую команду. KL, нижнее подчеркивание show, нижнее подчеркивание ninja. Это все будет на экране. И 0 или 1 в зависимости от того, что вы хотите. 0 дает не показывание ниндзя, то есть будет скин игрока, а 1 дает показывание ниндзя, то есть будет скин ниндзя при фризе. Вот и все. Наслаждайтесь упорностью. Третий факт — это маркеры в демо. Возможно, вы уже смотрели видео на моем канале, в котором я делал обзор на T-Worlds 07. И вы наверняка помните, что там есть некие демо-маркеры. Они проявляются в таких полосочках на таймлайне при просмотре демки. Чтобы поставить такой маркер, можно просто ввести в консоль add, нижнее подчеркивание, демо-маркер, или забить на кнопку, например, bind G, add, нижнее подчеркивание, демо-маркер. Четвертый факт — это показ консоли во время запущенной игры. Мало кто знал, но вот это долбанное окошечко, которое постоянно запускается, ладно, на самом деле оно только для обычных юзеров долбанное, а вот для разрабов оно идеальное. Его можно убрать. Достаточно нажать вот эту галочку в основных настроечках, вот я показал, или вписать в F1 KL, нижнее подчеркивание, show, нижнее подчеркивание, консоля 0. И консоль при следующем запуске не появится. Ура! Пятый факт будет снова про демозаписи. Как вы знаете, при просмотре демо можно регулировать скорость просмотра. Это может быть 1/10, четверть, половина, целая, 2, 4 и 8. От основной скорости. То есть 1 это целое, 2 это как бы 2 целые. То есть, ну вы поняли, в общем, все знаете. Но вы можете сделать больше, вплоть до 64. Вы представляете, 64 демка, это просто 64 минуты демо за 1 минуту. Или 64 секунды, это почти минута за секунду, даже больше. Вот, факт в том, что даже сотую, то есть от 0 до 60 и минимум 2 знака после, в смысле максимум или минимум. Парадокс, в общем, 2 знака после запятой можно ставить, то есть только 1/100 и максимум это 64. 64 и там после запятой нельзя. Вот. Чтобы это сделать, мы снова открываем локальную консоль F1 и пишем демо, нижнее подчеркивание speed. К примеру, пусть это будет 53,35, то есть 53,35. И вот она даже здесь показывается. Давайте попробуем 1/100. Пишем демо, нижнее подчеркивание 0,01, то есть 1/100, да. Еле заметно, но колобок двигается. Это охрененно. Шестой факт тоже про демки. На этот раз скорость демо будет показываться большими цифрами при изменении. Она будет показываться в нижнем левом углу экрана, ну, большими, вы увидите сейчас. Снова открываем локальную консоль и пишем KL, нижнее подчеркивание демо, нижнее подчеркивание show, нижнее подчеркивание speed. Теперь при изменении на любую скорость от 0 до 64, даже если мы это изменяем через интерфейс, или даже если мы изменяем через консоль вот этой демо speed, вот, даже если это будет 53,35, вот, это значение будет выводиться такими цифрочками. Вот. Седьмой факт будет про бегунки в .NET. Вы знаете, что там можно mouse sense настроить бегунками, то есть чувствительность мыши, или там, не знаю, ну до хрена всего можно настроить бегунками. Вот. И чтобы сделать точнее ваши не измерения, а ну, значения, которые вы хотите сделать, вы просто зажимаете Ctrl и двигаете мышкой. Вуаля, готово. Теперь можно настраивать значения с помощью бегунка, причем точно. Восьмой факт будет насчет оптимизации работы компьютера. Вы наверняка знаете, что помимо способа вертикальной синхронизации, ограничивать количество кадров в секунду можно вручную, посредством бегунка в основных настройках. Конечно, это круто, когда типа снижаешь нагрузку тишки на компьютер, но лучше снижать нагрузку, пока не играешь в T-Worlds, а пока она свернута, к примеру, да? Ну, потому что, когда ты играешь, и у тебя FPS там 20, это хреново. Вот. Для того, чтобы снизить FPS во время свернутой игры, есть волшебная команда,
Я ее сейчас выведу на экран. И она называется, ну, в смысле, она пишется KL, нижнее подчеркивание refresh, нижнее подчеркивание rate, нижнее подчеркивание inactive. Можно еще сделать KL, нижнее подчеркивание refresh, и, короче, нижнее подчеркивание больше не буду говорить, потому что это муторно. KL refresh rate, и это будет refresh rate. Refresh rate переводится как частота обновления, обновление кадров, обновление картинок. Вот. Когда вы в игре. А inactive это когда окно не активно, ну, в общем, логично. Давайте поставим к примеру значение 5, и когда игра будет свернута, FPS у дешки будет ровно 5, не больше. Ну, там, 3 может, если у вас компьютер очень лагучий, и вы играете на 3 FPS, в принципе, то выше 5 не поднимется. Это значительно снизит нагрузку T-Worlds, в отличие от обычного, на ваш компьютер. Итак, 9-й факт. Это популярная фича, ладно, надеюсь, нет. Насчет звука. Вы можете отрубить почти все, что угодно, или включить только что-то, что вам нужно. Внимательно просматривайте эту вкладку в своем клиенте и поймете, как это полезно. Например, у меня выключено оружие и вот эти длинные пиу, когда кто-то стреляет во фризе. Это там типа... Я не знаю, я не могу изобразить этот звук, но он очень стрёмный. Он не стрёмный, он просто меня бесит, когда много людей, и они постоянно там, не знаю, стреляют случайно. Ну, даже если случайно, это меня немного раздражает. Вот. 10-й заключительный факт полезен абсолютно во всех клиентах. Ну, по крайней мере, я не видел клиентов, у которых другая структура. Если вы, к примеру, не можете закачать игру на компьютер, ну, к примеру, играете в школе, или там, не знаю, в институте, ну, в общем, там, где T-Worlds не место, и вы не можете загрузить в Application Data никакие настройки, вот, очень полезной будет кое-какая штучка. Для ее осуществления мы переходим в папку с игрой, открываем как текстовый документ storage.tfg, вот, или просто storage, и удаляем оттуда строчку с user, которая в конце. Вот и все. Теперь вам не понадобится использовать Application Data для настройки клиента, потому что все настройки клиента будут содержаться на флешечке. Или, ну, в общем, в папке с клиентом это все будет содержаться. И перенастраивать при запуске на новом компе не придется, все уже будет, если вы один раз это сделали. Что ж, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. А если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Поучаствуйте в опросе, который будет прямо сейчас сверху справа. Вот и все. С вами был Quantum и 10 фактов о Деднете. Всем удачи и всем пока.